Всех приветствую на нашем очередном видео по созданию персонажа. И на этом видео мы будем создавать губы и ротовую полость. Здесь тоже техника довольно простая, просто последовательность клавиш будет, которую нужно будет нажимать. И давайте перейду в вид сбоку, выделяем с альтом по контуру все вертексы. Поправлю немного контур. Выделили и нажимаем E, то есть Extrude, S, то есть скалировать. Уже неправильно скалируется к 3D курсору, поэтому я нажму правую кнопку мыши, чтобы просто сделать Extrude. И переключу центр трансформации на Median Point. Или мы можем вместо Median Point, это тогда же будет лучше, наверное, переставить 3D курсор. Но можно и с Median Point работать в данном случае. Разницы нет. Сделали Extrude, нажимаем S и Z. И видно, что у нас вот начинает контур рта вырисовываться постепенно. То есть это такой первый экструд получается. Здесь нам нужно будет под контур нашего референса обязательно подрабатывать все элементы. То есть здесь у нас нижняя губа выходит наружу. Один экструд сделали. Делаем второй. E, S, Z. И небольшими шажочками продолжаем делать экструды. Здесь опять под контур мы подрабатываем наши элементы. И также, что здесь будет очень важно, это следить за уголками рта, потому что если мы таким образом делаем рот, то у нас обязательно будут происходить пересечения. Ну и видно, что снизу у нас также нужны какие-то правки, то есть мы по Y обязательно будем какие-то элементы вытаскивать также. Форму поправили, и можно к уголкам приступать. Здесь с каждым экструдом желательно, чтобы вы просто передвигали по иксу на чуть-чуть совсем вот эти вертексы, и тогда никаких проблем не будет. Обязательно делайте это с каждым экструдом, потому что если попытаться сделать это после того, как вы уже завершили все губы, то вы будете распутывать это очень долго и мучительно. Знайте об этом. И давайте третий экструд. ESZ. Опять же GY. GY. Уголки. Опять распутываем. GX. Еще один экструд. Я думаю, что один из последних. ESZ. То есть уже начинаем рот почти закрывать. GY. GY. Контур выстраиваем, как всегда. Опять же, проверяем уголки. И не только с уголками, насколько я вижу, здесь сейчас проблемы возникают. То есть помимо этого, вот здесь у нас вертексы, они все просто вниз идут, а должны определенно скругляться как-то вот так вот.
Поэтому мы их сейчас чуть-чуть все постараемся поправить на виде снизу. И сверху тоже. G-Shift-Z. G-Shift-Z. Так, смотрим, что на сглаженном видео у нас получается. Получается, я думаю, неплохо, но и не идеально. Пока что здесь вот такая вот складочка есть, которую нам нужно будет разгладить. Это сделать несложно. Также верхнюю губу, скорее всего, нам придется очертить чуть больше. Это тоже сделать несложно. Мы просто берем какие-то элементы и с помощью GG двигаем их пониже. И если это не сработало, то мы можем другим немного путем пойти, взять наоборот нижние элементы и также сделать GG. То есть в любом случае нам нужно вертексы подвинуть поближе к друг другу, чтобы у нас начал вырисовываться вот такой вот edge. Я думаю, что так уже получше смотрится. Носогубную складочку можно сделать, просто утащив вертекс по Y. Пока что оставим приблизительно вот так ее. Мы могли бы также взять и подвинуть несколько вертексов, которые располагаются справа и слева, чтобы сделать ее более треугольной. Отлично. И я хочу сделать персонажа, который будет с зубами, с языком. И мы сделаем полностью ротовую полость внутри. Поэтому берем, выбираем весь edge и опять же экструдим по Y в данном случае. Экструдим по Y здесь, чтобы у нас не было все это прям вот так вот супер плоско. Мы подвинем по Y и уменьшим по оси Z наше отверстие. И, как всегда, следим за уголками. Подставим их поближе. Растащим. Пересечений никаких быть не должно. Смотрим в сглаженном виде. Все смотрится неплохо. И здесь нам понадобится еще один экструд по оси Y. И вот с этого момента мы начнем уже нашу ротовую полость расширять. То есть у нас должны быть зубы, которые будут близко подходить к губам. Они очень близко находятся к губам, и поэтому давайте мы начнем вручную эту полость создавать. Возьму вертексы, которые находятся сверху, и немного оттащу наверх. Вертексы снизу и немного оттащу вниз. Предыдущий экструд мы немного двигаем вниз и наверх, чтобы у нас рот не был открыт постоянно у персонажа. Здесь мы его насколько возможно таким образом смыкаем. Я думаю, что приблизительно вот так. Приблизительно вот так.
И теперь мы из этого отверстия делаем отверстие более круглое. Отлично. Берем, опять же, все это отверстие теперь и делаем экструд по оси Y. И по оси Z еще больше увеличиваем это отверстие. Также можно чуть поближе к друг другу эти вертексы свести по оси Y. SY. SZ. И теперь мы просто делаем экструды. Здесь я выровняю по оси Y полностью наши элементы. И здесь где-то наша ротовая полость, она уже постепенно будет уходить в горло. При этом нам понадобится пару полигонов, откуда у нас будет идти язык. Я думаю, что приблизительно отсюда у нас язык будет начинаться, где я сейчас мышкой вожу. Поэтому сделаю еще один экструд. Поверну уже наш элемент, немного уменьшу. То есть отсюда откуда-то начнется язык, и затем мы уведем этот элемент прям в горло, уменьшим и посмотрим, чтобы у нас не было никаких пересечений с основной нашей моделью. Понятно, что ничего не должно вылазить. Вот так вот это смотрится изнутри. Здесь придется поковыряться как бы камерой, полетать внутри. Это не всегда очень удобно. Также я думаю, что я сделаю эти элементы несколько пошире SX. Чтобы правильно все скалировалось, можно поставить 3D курсор и сделать трансформацию от 3D курсора. Здесь видно, что у нас складочка есть. Мы можем, конечно, с ней справиться, ее просто пошевелив, растащив, но эту часть нашей модели никто никогда не видит, так что, в принципе, можно этим и не заниматься. И надо просто убедиться, что здесь есть достаточно пространства для того, чтобы мы потом смогли вставить сюда десны и зубы. И я думаю, что сейчас этого пространства уже хватает. И уже по мере того, как мы будем вставлять сами десны и зубы, мы будем здесь подковыривать наши вертексы, регулировать что-то и уже по факту смотреть, что нам делать. И я думаю, что также мы в этом видео можем сделать еще одну вещь. Это язык нашему персонажу, тем более, что мы создали два полигона. Это вот эти полигоны. Давайте сделаем их несколько пошире. И это будет основание нашего языка. Выберу полигоны, перейду на вид справа. И сделаю экструд. Переключусь на Median Point, опять центр трансформации. Сделаю еще экструд. Ой-ой-ой, что-то у нас тут склеилось. Сделаю язык пошире. Экструд. Передвигаю. Да, вот я... Плохо, что я сделал это не в ортогональном виде. Экструд. Передвигаю, вращаю. И то же самое сделаю с предыдущим колечком. Тоже повращаю его. Уменьшу по оси Z.
уменьшу по оси Z. Возможно, зайду также внутрь своей модели, залечу и посмотрю, как это все выглядит. Возможно, лучше всего будет добавить еще один рез. Здесь сделать язык пошире. Здесь сделать поуже. И кончик языка сделаю немного более вытянутым. Можно еще пошире сделать его в этом месте. Но я думаю, что я оставлю его приблизительно вот таким. Это и будет наш язык. При желании аниматор сможет сделать так, чтобы он двигался. И это будет замечательно. И я думаю, что на этом видео это все. На следующем мы будем делать зубы, десна и подставлять их в ротовую полость. Если вам интересны глубокие и недорогие курсы по 3D-моделированию, то вы можете посмотреть ссылки в описании к видео.